Suno только что проиграла суд, который может изменить всю AI-музыку в Европе. А украинцы при этом слушают AI-треки больше, чем кто-либо в мире. Совпадение? Разберем по порядку. Но сначала скажу, почему это должно волновать каждого. Всем привет, друзья! Меня зовут Михаил, и это шоу «Диванный звукорежиссер». Поехали! Сегодня 3 новости. Суд Германии против Suno, утечка данных на 55 миллионов пользователей и то, как Украина внезапно стала мировым лидером по AI-музыке. В конце видео скажу, какая из этих новостей реально изменит вашу жизнь, а какая просто шум. 31 июля Мюнхенский суд встал на сторону немецкого музыкального общества Джима против Suno. Suno запретили воспроизводить 6 конкретных произведений без лицензии и обучать на них модель. Суд признал, обучающие данные запоминаются моделью и могут быть воспроизведены. Это юридически приравняли к копированию. Суд признал немецкую юрисдикцию над американской компанией, потому что выход моделей доступен пользователям в ЕС. Наконец-то это начинает происходить. Я думаю, со временем подобных ситуаций будет становиться все больше, больше и больше, потому что наглость этих AI-инструментов музыкальных не знает никаких пределов. И я искренне надеюсь на то, что эти шарашкины конторы по созданию музыки, им либо запретят публиковать эти песни, людям, которые создают, либо их в целом не будут принимать на площадке, либо их закроют нахер вообще. Буквально недавно, личная история. Я ехал с мамой в машине, и она мне включает песню, говорит: послушай, тебе понравится, как поет человек. Ну, включает она эту песню. И что вы думали? Там тупо аишный трек. Кто разбирается, как слышать, кто их слышит, меня поймет. Но суть в том, что это чисто аишный трек. Я ей доказывал 15 минут, что это на самом деле нереальный человек поет. И в результате что? Она мне не поверила. 15 минут! Ну да ладно. Поэтому я надеюсь, что эти конторы скоро прикроют, и мы перестанем это слышать, потому что это реально уже вокруг да около, я думаю, и вас в том числе. И это какой-то парадокс, это не похоже на музыку, как она изначально была, где человек вкладывает душу, историю, опыт, переживания, а просто похоже на конвейер, и не больше. Утечка данных Suno. 55,3 миллиона пользователей Suno, имейл, имена, адреса, частичные данные карт. Взлом произошел еще в ноябре 2025 года, но компания молчала 8 месяцев. 8 месяцев они молчали. 8 месяцев ваши и мои данные гуляли. Где гуляли? Правильно, в сети, у мошенников. Не пойми где. Также эта утечка раскрыла исходный код, показывающий, откуда Suno брала данные для обучения. И туда входят такие платформы, как YouTube Music, Deezer, Genius и прочие стоки. И эти коды теперь используют как доказательство в исках UMG и Sony против Suno. Дай бог им удачи. Теперь-то понятно, откуда Suno училась так быстро и хорошо делать песни. Стоит быть поосторожней людям, которые используют эти платформы, ну как минимум потому, что 55,3 миллиона слитых аккаунтов, а как максимум компания себя очень плохо зарекомендовала после этого, учитывая, что они, бляха, молчали 8 месяцев. По моему мнению, компания таких масштабов должна как будто иметь какой-то подобающий уровень безопасности. И если уже и произошло подобное, слив, не молчать 8 месяцев, а как сделали когда-то Sony, когда их взломали. Они извинились, объяснились и дали юзерам какие-то кредиты типа на игры и так далее. Так тут сделайте то же самое. Дайте людям кредиты для создания вот этих песен, недокомпозиций каких-то и так далее. Пусть, это же наоборот вам плюс принесет. А они молчат 8 месяцев. И самое интересное, Украина лидер по AI-музыке в чартах. Украина обошла США, Великобританию по доле AI-сгенерированных треков в топ-чартах стримингов. О чем это говорит? Давайте мы углубимся. То, наверное, говорит о том, что люди не хотят слушать то, что есть на внутреннем рынке, поскольку
начиная с 2022 года, с полномасштабной войны, Украина начала сепарироваться от всего российского контента. И начали активно плодить контент украинцы на украинском. К чему это привело? К тому, что сейчас в чартах искусственный, мать его, интеллект. Самое интересное наступает уже сегодня. Это то, что украинские артисты начинают делать музыку на английском, сепарируясь от украинской музыки. А знаете, почему это все происходит? Вот я когда первый раз услышал это лично мое мнение, никого ничего не заставляю. До полномасштабной войны украинские исполнители, исполнительницы делали музыку на русском, как и в целом все в СНГ пространстве. Слушателей было кратно больше, потому что слушали не только в Украине, но и в России. Монетизировалось это кратно больше. А с началом 2022 года и полномасштабной войны эта лавочка прикрылась, и остался только внутренний рынок, который, как СНГ пространство, монетизируется кратно меньше, нежели там американские западные рынки и так далее. Но они делают, уровень жизни падает, финансов становится меньше и меньше, от того, что прослушиваний стало меньше, монетизации стало меньше, а российские прослушивания вообще за них не платятся деньги. Получается ситуация такая. Теперь, чтобы им зарабатывать примерно как было раньше или лучше, им надо выходить на англоязычный рынок. А в англоязычном рынке помимо этого всего есть еще бонус. То, что англоязычное прослушивание, все, что за пределами СНГ, оценивается по монетизации кратно больше, нежели прослушивание в СНГ. То есть, если у нас, например, в Украине мы послушаем песню, и это прослушивание будет стоить 50 центов, то за пределами СНГ оно будет стоить 70 центов-доллар. Пример. Ну, приблизительно, это так. Например, если интереснее и детальней, напишите в комментарии, снимем выпуск, я расскажу, или просто прогуглите в чате GPT. И вот они теперь, сепарируясь от украинского рынка потихоньку, плавненько, они не остановили это делать. Переходят на англоязычный, чтобы что? Правильно, больше заработать. И что в результате мы имеем? Украинские исполнители переходят на английский рынок. В чартах сплошной искусственный интеллект. К чему мы катимся, ёпта? Так какая из трех этих новостей реально важная? По моему мнению, это суд Джима против Суна и прочие иски против Суна, потому что я искренне надеюсь, что это действительно поменяет эту сферу, и мы начнем меняться в позитивную сторону. А все остальное это просто шум, который забудется через месяц. Теперь вопрос к вам. А вы бы сказали, что трек сделан искусственным интеллектом, если бы не знали этого заранее? Пишите в комменты, в следующем выпуске я разберу самые честные ответы. Подписывайся, выпуск номер 2 уже на подходе.